Привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в типичном парке недалеко от моего дома. И как вы видите, уже нарядили елку к Новому году. Поставили красивого оленя, шарики. Сзади елки находится Дом культуры, в котором проходят различные представления для детей. Также в обычное время здесь проводят различные кружки. А здесь вы можете видеть типичные дома. Вот там чуть дальше Магнит, типичный магазин в нашем городе. Я живу в городе Волгоград. В следующий раз мы зайдем туда, и я покажу, что там интересного. Детская площадка. Но сейчас, правда, здесь мало детей, потому что очень холодно, минус 10 градусов на улице, уже зима. Правда, снега еще нет, но очень холодно. Здесь летом очень красивая клумба, много цветов. Туда дальше, может быть, не совсем видно, но слышно шум. Там проезжая часть, едут машины. Это вот вы видите старые дома. Это дома принадлежат хрущевские дома, так называемые. А чуть за этими домами высокий дом, по-моему, 20 этажей где-то. Это уже современная постройка. Квартира в таких домах, соответственно, стоит намного дороже. Ну а сейчас мы будем направляться к аллее героев. Еще что хотела вам показать. Впереди меня видите бассейн. Правда, сейчас он не работает, но летом здесь очень красиво. Собирается много народа и проводит время. Продолжаем нашу экскурсию. И здесь, как вы видите, находится Сбербанк. Это наш банк. Дальше находится аптека. Аптека Волгофарм самый распространенный. Сбербанк самый распространенный. Но существует также и ряд аптек, которые работают круглосуточно, как, например, эта аптека. Ну а дальше вы видите непосредственно саму аллею героев, которая была открыта в 2010 году, 19 ноября. Эта дата приурочена к 19 ноября 1942 года, когда советские войска окружили и полностью уничтожили немецкие. А чуть дальше вы видите часовню Георгия Победоносца. Она была открыта чуть ранее, в 2008 году. Туда-то мы с вами и направляемся. Сейчас мы идем с вами по аллее героев. Здесь, как вы видите, уже листьев на деревьях нет, потому что холодно, да? Они уже замерзшие. Лавочки. Соответственно, как я уже говорила, летом здесь очень оживленно, много народа. Здесь очень богатые, красивые клумбы летом. Очень красиво. Ну и, соответственно, как вы видите, здесь проезжая часть. Вообще в Волгограде существует 3 продольные дороги, самые основные, от которых отходят маленькие дороги. И это одна из маленьких дорог. Такой небольшой райончик. В Волгограде на самом деле очень много достопримечательностей, и в каждой из которых я побываю и расскажу вам. А сейчас мы подходим к стеле. Сейчас посмотрим, что там написано. Друзья, вот мы подошли к этой стеле, и здесь написано, надеюсь, вам хорошо видно: аллея славы в честь воинов, защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны. Памяти павших во имя живых. И
Здесь, как вы видите, как и на всех аллеях, находятся портреты людей, которые защищали нашу Родину. Вот, например, надпись «Шаповалов Петр Николаевич». Уроженец деревни Морозовка Воронежской области. Воронежская область граничит с моей областью Волгоградской. В октябре 41-го вступил в полк народного ополчения. Подойду поближе. В составе, не очень удобно, да? В составе Житомирского пехотного училища принимал участие в Сталинградской битве. Июль-сентябрь 42 года. Получил ранения под Сталинградом и на Днепре. Воинское звание подполковник, награжден орденом первой степени, медалями за отвагу, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. И как вы видите, здесь вся аллея в таких стендах. А вон женщина идет чуть дальше с коляской, гуляет с маленьким. Птички, как слышите, поют, которые не улетели на юг. Они сейчас очень голодные, и я иногда их подкармливаю. На самом деле, летом, конечно, здесь намного красивее, но когда будет лето, или даже, может быть, поздняя весна уже, когда здесь цветочки будут, можем пройти с вами еще раз. Вы можете написать об этом в комментариях. Ну и здесь мусорные баки с одной и с другой стороны. Сейчас, конечно, лавочка очень холодная, на ней не посидишь. Но, как вы видите, людей здесь нет, которые сидят на лавочках, только гуляют. Но летом здесь действительно очень много народа. Ну и мы приближаемся к часовне. Конечно, это христианская часовня. Я иногда туда захожу. Сейчас не знаю, может быть, она даже не работает. Но сейчас посмотрим. Там тоже есть табличка. И мы ее с вами прочитаем. В ходе контрнаступления также участвовали сибирские формирования. И поэтому идея открытия этой аллеи также принадлежит сибирякам. Ну а эта церковь, часовня. Здесь, на берегах Великой Русской реки Волги, в жестоких сражениях с июня 42 по февраль 43 года воины-сибиряки стояли насмерть. Здесь они остановили лютого врага, защитили свою родину и обрели вечную славу и бессмертие. Здесь сибиряки, благодарные потомки героев, в память об этом подвиге возвели в 2008 году часовню во имя святого Георгия Победоносца. И сейчас посмотрим с другой стороны, как она выглядит. Это общежитие. Здесь студенты живут. Ну и вот наша аллейка, это уже вниз. Сейчас немножко пройдем с обратной стороны. Посмотрим, как выглядит часовня. Сейчас подойдем к этим стендам тоже.
Вот как выглядит сама часовня. Надпись мы читали с обратной стороны. Ну и стенды. Например, стрелковая дивизия с ноября 43 года, 112-я Рильская, Коростенская краснознаменная, извиняюсь, орденная Суворова и Кутузова стрелковая дивизия. Ну и возвращаемся туда, откуда мы пришли. Если вам нравятся такие видео, пишите в комментариях. Будем продолжать снимать.